Товарищи, наушники. Наушники KZZ, блин, даже выговорить, KZZ Pro. Вот так вот. Но честно вам скажу, после того, как я обозревал TRN TA2 с очень богатой комплектацией и действительно неплохим звучанием и с хорошим качеством, там, единственное, там кабель меня выморачивал, то наушники вот такие вот внутриканальные с QDC разъемами и с кабелем, ну, честно говоря, обозревать не хочется, особенно когда они конкретно дешевле, чем тот же самый TRN TA2. Но в целом на канале Технозон вот эти вот KZZ Pro наушники внутриканальные, проводные. А что, я уже сказал на канале Технозон, поэтому поехали. Начинаем сразу с распаковки. Слушайте, не хочу долго морочиться. Упаковка очень простая. На самом деле ничего примечательного тут нет. Обыкновенный пластик. Ой, как-то это все сразу развалилось. Есть сами по себе у нас наушники. Сейчас мы их достанем. Вот они, вот так вот выглядят. Они полупрозрачные, неплохой дизайн. Здесь есть, видите, спереди буквы KZ. У нас есть вот коннекторы QDC 0,75 мм и идет стандартные амбушюры, которые одеваются на металлический держатель. Плюс есть металлическая сеточка у нас для того, чтобы не попадала туда грязь. Имеет форму анатомическую, то есть это внутриканальный наушник, который одевается и должен, по идее, достаточно хорошо сидеть. Сейчас разберемся. Стоят стандартные амбушюры. Комплектация слабая, могу сказать сразу. Почему? Потому что есть просто-напросто еще две пары амбушюр немножечко другого размера. Да, вот они такие. То есть есть чуть меньше, чуть больше. Они достаточно мягкие, приятные на ощупь. Ну, как оно будет в них звучать, мы посмотрим еще с вами. И есть кабель. Кабель, как и в TRN TA2, вот знаете, мне что-то кажется, что это одно и то же, по-моему, и с кнопкой, по-моему, с микрофоном. Сейчас мы, кстати, на AliExpress посмотрим, сколько он стоит, и мало того, посмотрим, насколько, слушайте, ну кабель совсем печаль. Нет переходника на 2,5, это плохо. То есть, ну, как-то вот имеем, что имеем. Сразу пробуем законнектить и посмотреть, как это будет выглядеть. Оп, таким вот образом. Все выглядит, все нормально, коннектится. Все, смотрите, QDC коннекторы уже в теме, они уже вставлены. Выглядит вот таким вот образом. Неплохо выглядит на самом деле. Достаточно симпатично. Слушайте, ну, давайте... Сейчас мы посмотрим на AliExpress, сколько чего стоит и что вообще заявляется производитель. Выпускаются наушники в двух цветах. Смотрите, есть у нас розовенькие, есть черненькие. А, кстати, черненькие, они у нас вообще с таким логотипом? Или я что-то не понял? Что-то я не понял. Это Connect. Это KZZ Pro. Да, ZX Pro. Вот они, да, все. Стоят они $33,99. Ну, в принципе, больше, чем в 2 раза вернее, знаете, как более чем в 2 раза дешевле, чем TA2 от TRN. И плюс на доставку не смотрите, у меня Пуэрто-Рико стоит, я в Пуэрто-Рико регионе работаю. Так, по спецификациям. Что они у нас тут вообще заявляются? Вкус топа. Магнитостатический, динамически сбалансированная арматура. Вот так вот. Магнитостатическая, динамически сбалансированная арматура. Это круто. Как они считают. Низковольтажный магнитостатический юнит. Двойной магнитный динамический юнит. Арматура 30095. Теперь цинковое покрытие. И какой-то там дизайн, они там фитинг Кохлер, Кочлер, я не могу это прочитать, я вам честно скажу. Высокая производительность и гибридная конфигурация. Зачем они это пишут? То есть такая, знаете, прям вот любят громкие слова. 6,8 у нас 10-миллиметровый динамический юнит, то есть, ну, фактически драйвер 10-миллиметровый. Ну, здесь они, конечно, прикладывают огромное количество каких-то замеров. И 75-миллиметровый коннектор. Что они еще здесь могли написать? Ничего. Я могу единственное... Вау!
по кабелю. Вы поняли, как они заявляются? Количество стресс-тестов более чем 50 тысяч раз они вытаскивали, вставляли кабели, и ничего не произошло. И есть у них HD-конденсор микрофон, то есть вы можете его использовать и как гарнитуру. Это очень классно. При этом у нас есть разные варианты нажатия кнопки. То есть если вы нажали, ответили на звоночек, долго нажали, отклонили. В общем-то, есть функции нажатия стандартные. А теперь смотрим по характеристике. Частотность от 20 тысяч до 40 тысяч Гц. Это неплохо. 3,5 мм. Пины у нас 0,75 мм. Длина кабеля 120 мм. Сопротивление 25 Ом. Ну, в принципе, а что не пишут? Они больше ничего не пишут. Я вам ссылочку на проверенного продавца кинул в описании под видео. Ну и, конечно же, подпишитесь и нажмите колокольчик, если не хотите пропустить наши самые интереснейшие обзоры. Но мы начнем их немножечко тестировать. Потестируем их в двух, скажем так, позициях. Мы их потестируем даже в трех. На удобство носки, ну то есть они не должны давить, они должны хорошо у нас внутриканально сесть, мы должны послушать музычку, ну конечно же это мое впечатление, я попробую что-то записать, но я не уверен, что вам будет нормально это слышно. И должны потестировать микрофон разговорный, для того, чтобы мы понимали, насколько он хорошо звучит. Леш, ты нам нужен. Так, пробуем удобство посадки. Как-то с этим кабелем у меня, с ТРНом у меня лучше выходило. Слушай, ну, в принципе, очень даже ничего так получается, я тебе скажу. Сели прям, это амбушюры размер М. Я, вот знаете, мне повезло с ушами в том плане, что мне всегда подходит размер М. Всегда. Так, пробуем вторую. Ну, сели. Что я могу сказать, сели? Худо-бедно сели, не скажу, что прям вау-эффект я от них ощутил. Левый норовит выпасть. Почему-то именно даже не из-за амбушюры, а из-за изгиба провода. Он как бы на себя перетягивает. Ну, вроде сели. Но то, что они не выпадут из-за изгиба провода, это однозначно. Для чего такие наушники вообще используют? Обычно для спорта. Слушай, у меня правый, вот левый наушник выпадает постоянно. Правый сел охренительно, а левый вот что-то вот по проводу. И вроде бы, слушай, вроде бы поверну. Сейчас посмотрим. Должно быть нормально. Так, ребят, сел неплохо. С левым наушником не понимаю, что за фигня, но с амбушюрами, думаю, можно поиграться, подобрать. Не выпадают. Я единственное могу сказать, что амбушюры полные Г. Я бы менял бы амбушюры, потому что я слышу абсолютно все вокруг. Вот как бы я сейчас не трамбовал свое ухо эти наушники, я слышу вообще все. Вот, Леша, скажи что-нибудь. Алло, привет. То есть, ну, это вот, знаете, как на улице. То есть, я не думаю, что они, конечно, перебьют с помощью звука как вот этот вот эффект шума, но амбушюры под замену однозначно. Мне не понравились. Я вам сразу говорю, они, во-первых, жестковаты. Да, они жестковаты, поэтому они выдавливают наушник из уха, по крайней мере, с левой стороны. Все, отключаю эту камеру и давай мне телефон. Будем начинать тестировать звук. Так, конечно же, чтобы воспроизвести там весь диапазон частот, то тут, конечно, телефона будет мало, нужен какой-нибудь Hi-Fi ЦАП. Сейчас мы будем слушать. Начнем мы, наверное, с какой-нибудь электроники. Это то, что обычно слушаю я, и мне есть чем сравнить. Поехали. Оу! Слишком у меня была громкость на всю, и меня прямо прибило. Так, ну, следующую сейчас мне надо низкие найти. Я хочу с низких. Знаете, что я вам скажу? Низкие, вот я сразу, вот третья композиция, конечно, мы на монтаже вырезаем какие-то моменты. Низкие, есть момент с низкими, они, знаете, то ли рыхлые, то ли я не понимаю. А знаете, это не полный бас. Вот вроде и неплохо, но знаете, вот если вот я играю на ударных инструментах, и если бы я ударил по большому тому, да, там, то я бы услышал, вот знаете, как бы это описать, то есть я бы услышал начало и конец, а среднего баса практически нету, знаете, оно был бы такой, да, бум, такой, знаете, звук, вот что-то вот оно играет, я по ударным это слышу, это просто потому, что я играю на ударных инструментах, хотя не скажу, что это плохо, то есть для среднего обывателя, для среднего уха, я думаю, пойдет. Сейчас попробуем другой тип композиций, какие-нибудь биты попробуем, сейчас и запишу вам сразу.
Вот не знаю, слышите вы или нет, но вот басок, вот именно басок, когда вот бу, и вот оно, знаете, вот, вот должен бас идти такой бау или бу, а здесь бу, это средний бас уходит куда-то. Вот есть, вот это слышно, это прям вот слышно. Ну ладно, с низкими ладно, сейчас мы будем слушать другие композиции. Давайте хип-хоп пойдем, а что по хип-хопу пройдемся? Ой, здесь бас, знаете, вот здесь бас вообще слышно, вот что вот с ним что-то не так сейчас. Вот он, знаете, как это называется? Вроде играет. А ну-ка акустику. Давайте по средним пройдемся. Знаете, акустика, вот акустическая гитара звучит шикарно. Вот это уже я на гитаре играю, я на укулеле играю, на гитаре. Ну, блин. Но и все равно, при этом прослушивание, вот композиция, обычно в хороших ушах, ты когда слушаешь какую-то композицию, для тебя, знаете, выстраивается сцена музыкальная, где ты виртуально, или, знаете, ты мысленно понимаешь, что там ударный находится в одной стороне, на true стерео, да, там какая-то, допустим, вокалист находится в другой стороне, или там по центру, или как-то ты ощущаешь отдаление. Здесь для меня звук, я сейчас включу еще что-нибудь, здесь для меня звук находится вот на одной линии. Вот его, как знаете, как взяли, зарядили и все. Воу! Это слушать можно. Но не металл. Вообще-то у меня при прослушивании рока, знаете, на электрогитаре у меня такое появилось ощущение того, что до песка насыпали, знаете, такое вот прямо аж по ушам, как будто у меня в барабанных перепонках песок. Но в целом, я вам скажу, давайте так, я слишком придирчив после TA2, звучат они, вот делаю такой вот вывод по звучанию. Плоская сцена, немножко средних басов не хватает, по высоким, ну, в принципе, чего-то есть, мне акустическая гитара понравилась, да, как она проигрывает, но я не скажу, что это топ-звук, который стоит 39 баксов. Из проводных наушников можно выжать намного лучше, намного больше возможностей, которые они предоставляют сами по себе своей конструкции. То есть в данном случае, знаете, выпустили неплохой дизайн со слабой комплектацией, попытались компенсировать низкой ценой. Да, действительно цена низкая, как-то звучит, но даже использование каких-то вот динамических излучателей, там, более-менее нормальных, не дало им какого-то преимущества. Ну нет, ребят, это вот наушники для простого обывателя, я не назову их никакими хай-фай, и то, что у них там широкий частотный диапазон до 40 тысяч килогерц, не дает им вообще никакого преимущества, потому что сцену вы ощущаете, такое впечатление, что вы слушаете монорадио Советского Союза. Хотя это звучит. Вот я не скажу, что я однозначно их рекомендую в конечном итоге, я рекомендую немножко другие наушники, но ладно. Мы еще проверяем с вами разговорной динамикой, в принципе, уже будем переходить и резюмировать. Ну, что нам нужно? Так, мы отдаем нашему Алексею наш рекордер звука. Он сейчас включит громкую связь, я его сразу набираю. Ну-ка, Алексей, ответишь нам на звоночек? Знаете, что классно звучит? Эффекты от смартфона. Вот эти вот все переходы. Вот это классно звучит. Я тебя набираю. Ты выходишь и записываешь, конкретно подносишь. Давай, отвечай. Так, есть. Подожди, сейчас будет звонить. Не надо, выходи. Да, сейчас, выхожу. Да, сейчас вы, по идее, слышите мой голос конкретно из вот этого вот динамика. Ой, так, сейчас я выхожу. Постоянно наушники. Леш, как ты меня слышишь? Расскажи мне, пожалуйста. Неплохо. Это хуже, чем ТРН, да? Да, однозначно похуже, чем ТРН. Здесь чувствуется вот такой вот этот фон, как будто бы ты в трубу чуть-чуть разговариваешь. Там было гораздо чище слышно. Подожди, а знаешь почему? Да нет, они есть. А если вот так вот, блин, они выпадают постоянно.
Не, сейчас знаешь, получше, что да. я- Как будто бы, знаешь, как будто бы ты прям в микрофон в рот засунул и разговариваешь. Блин, Ну, звук всё был примерно понятно, как будто можно близко. просто распутать. Но знаешь, что, какая у меня проблема? Жесткая амбушюра выталкивает постоянно этот. М-ка слишком маленькая, я по ней вижу, она у меня вообще в ухе болтаться будет. А большой не влезет. Ну, короче, давай Ну, возвращайся. может, тебе разные амбушюры надо прицепить на каждое ухо. Да нет, у меня и правую, и левую выталкивает. Ну, То есть значит, они просто динамик амбушюры не динамик. самого лучшего качества просто. Да, почему сразу под замену? Возвращайся. Ты знаешь, прям вот обидный момент. Амбушюры низкого качества. Давайте я уже сразу выводы начну. Амбушюры низкого качества. Раз. Слабая комплектация. Два. Затем звучание. Ну, блин. Это такое, если по 10-бальной шкале, это 5, не больше. Для проводных наушников это, честно вам скажу, слабо. Для проводных наушников это 7 минимально баллов я ставил бы, вот, рассматривал бы наушники к постоянному использованию. Неудобная эргономика в том плане, что сам наушник садится нормально в ухо, амбушюр жесткий выталкивает, то есть он не мягкий, то есть амбушюры под замену, провод, ну ладно. Черт с ним, провод пойдет. И знаете чего, динамик. Динамик, я так понял, по словам Алексея, что немножечко хуже, чем в более дорогих версиях. Но они это все, конечно же, пытались компенсировать достаточно низкой ценой. Поэтому я констатирую факт, что эти наушники за свою цену просто играют. Они просто играют с плоской сценой, ну, с какими-то есть, конечно, приятными моментами в акустике. По ним можно разговаривать, но я бы рекомендовал рассматривать варианты подороже, либо получше, если вы конкретно хотите вот такие вот проводные наушнички. Ну, а если вам нравится то, что мы делаем, конечно же, пальчики вверх, если нет, пальчики вниз. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.